Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, именно сегодня, 16 июня, уделяйте внимание своим словам, которые вы произносите, потому что именно 16 июня в этот день все слова, сказанные вами, обретают определенную силу и магию. Что это за слова, которые обязательно нужно произнести именно сегодня, 16 июня. И также, друзья, как предлагаем вам в этом видео провести практику с окном. Открывая окно, и нужно будет произнести одну фразу. Итак, что это за слова, что это за практика, далее в этом видео. Итак, друзья, сегодня этот день проходит под знаком магии слова. Сила слова в этот день возрастает многократно, причем не только какого-то священного слова, молитвы, заклинания, но и также обычного, которое мы с вами произносим. Поэтому в этот день следует с особой осторожностью относиться к произносимым словам и ни в коем случае не посылайте негатива, проклятий в чем бы то ни было адрес. Потому что в это время все наши слова, которые сказаны с негативом, которые сказаны в ссоре, в гневе, становятся особенно действенными и обязательно сбываются. Вы как бы запускаете процесс реализации тех или иных слов. Помните о том, что слово – это вообще вибрация, которая порождает в невидимом мире некую форму. Иными словами, каждое произнесенное слово в астральном и ментальном мирах становится абсолютной реальностью. Не случайно во всех мистических практиках такое пристальное внимание уделяется правильному использованию слов, в частности, достижению единства мысли, слова и действия. Поэтому любая мимолетно брошенная неудачная фраза может обернуться для вас чередой больших неприятностей. Причем вернется ваше слово не в этот день, а спустя какое-то время. Возможно, вы уже забудете о том, что вы произнесли, что вы сказали, но слова, которые несут в себе негативный заряд, вдруг самым неприятным образом повлияют на вашу жизнь. Поэтому, друзья, именно сегодня, 16 июня, желательно вообще поменьше произносить негативных слов и стараться в этот день говорить только хорошие, добрые, позитивные слова. И произносите только самые необходимые слова, а по возможности обходитесь молчанием. Обращаем ваше внимание, что именно сегодня стихия дня – это воздух, и не нужно сотрясать воздух понапрасну. Также в этот период откажитесь от участия в каких-то массовых мероприятиях и воздержитесь от посещения шумных компаний и вечеринок. Постарайтесь провести этот день в общении только с собой, в размышлениях о своей истинной природе. И, друзья, сегодня, именно 16 июня, это день поглощения и усвоения энергии космоса. Передача мыслей. Сегодня работа со словом и занятие своей энергией. Также, если у вас есть такая возможность и время, рекомендуем заниматься работой с запахами и только верхних дыхательных путей. А также в верхушках легких, помните, происходит процесс трансформации космической энергии. Друзья, сегодня 16 июня день обретения благодати и любви. И если у вас есть люди, которые вы хотите простить, обязательно простите в этот день. У вас все получится, и люди будут воспринимать вас с пониманием и, знаете, как откроют глаза по отношению к вам. И как мы уже говорили, сегодня на протяжении всего дня мы рекомендуем произносить одну фразу. Так как сегодня день ветра, день воздуха, соответственно, вы можете произносить эту фразу, и эта фраза будет помогать вам в этот день. Слова следующие, друзья. С каждым своим дыханием я укрепляю свое финансовое и материальное благополучие. Я выбираю спокойную и радостную жизнь, наполненную благами, изобилием и успехом. Друзья, сегодня перепишите вот прямо сейчас эту фразу
И на протяжении всего дня произнесите эти слова. Когда будете особенно ложиться спать, обязательно повторите эту фразу перед тем, как вы уже закроете глазки. И, друзья, именно сегодня, как мы уже говорили, сегодня день воздуха. Кроме того, по народному календарю еще сегодня и день ветра. Поэтому вы именно в этот день можете сразу и очистить свой дом, и очистить свою собственную энергетику. Итак, что нам нужно сделать? Вам нужно раскрыть все окна настежь для того, чтобы образовался сильный сквозняк. Но и во избежание простуды рекомендуем надеть какую-то теплую одежду. Практику проводим достаточно быстро, поэтому это не будет на пару часов. Вот вы уже, например, или утром, или вы уже пришли после работы. Сделайте это. Очистите свое жилище и собственную энергетику. Далее встаньте посреди помещения вашего в доме или в квартире и скажите следующие слова. «Братец ветер, помоги, грусть кручину унеси, во поле широком ветер весело гуляет, забот людских не знает. Мне бы ветер, братец буйный, горя не знавать, грусть тоску не привечать. Все сдуваешь ты на своем пути, так очисти ты мое жилье от пагубы и зла, чтобы всякая бедой сторона ушла. Да будет так». Друзья, эти слова мы произносим 3 раза, после этого закрываем окна и занимаемся своими делами. Если у вас на работе свой кабинет есть, то также проведите эту практику. Если у вас одно окно, тогда приоткройте дверь, чтобы был сквознячок, встаньте посреди своего кабинета и скажите эти слова. Ну а мы вам всем желаем прекрасного настроения, великолепного и чудесного дня.